Всем привет! Меня зовут Ира, и сегодня я буду делать серф. Это бальза. Это древесина, очень редкая, похожа на пенополистирол экструдированный. Разница в том, что полистиролы имеют структуру пористую, а здесь волокна. Чаще всего серф делают из пенополистирола. По совету опытных серферов объем доски должен быть не ниже 40 литров. Вова, я наела 600 грамм с утра. 6,8 килограмм весит весь материал. Получается 54,4 литра. Слушай, бальза тоже на 100 грамм потяжелела после обеда. Она такая мягкая. Трогай. Мне нужно будет разделить на 4 секции и запиливать каждую секцию под углом. Прекрасно. Железные уголки для того, чтобы в плоскости делянки не поднимались. Вопросики. Я бы посоветовала тебе покушать нормально. Сейчас парням нравятся плотные женщины, чтобы было за что потрогать. Тощая стрёмно выглядит. Сейчас парням нравится. Нравится прям. Я обычно из гаража прихожу как мумия в пепле, а тут девочка чистенькая, мне бы так научиться. Не знаю, о чем вы. Собираемся переезжать в Калининград. Хорошее место. У нас прям как-то колоссально город разрастается. Место у нас правда крутое. Вова вообще вчера был в шоке от Куршской косы. У нас шикарная природа и отличное расположение. Иногда очень сильно переменчивая погода, к этому нужно немножко привыкнуть, а так в целом у нас классно. Теперь у меня уже примерные очертания доски. Запилила каждую секцию под определенным углом. Должна доска изгибаться. Вот примерно в таком положении. Чтобы ее зафиксировать, буду наклеивать на каждую делянку по 2 бруска, чтобы легче было струбцинами их сцепить и как можно плотнее склеить между собой. Древесина очень мягкая. Лучше клеить бруски торцом. Не очень хорошо, если отвалится. Оставлю их на ночь, чтобы они наверняка прихватились. Совсем не хочется зафакапить. Своими руками, ага, если ты плотник, то тогда базара нет. А так я бы не стал выкидывать стол, а покрасил бы его, вот и все. За базар отвечать надо. Если бы у меня было бревно и циркулярка, я бы сделала не хуже. Дайте, пожалуйста, человеку бревно и циркулярку. Я вообще обожаю все эти комментарии, что я бы стол сделал лучше, я бы плитку лучше положил, я бы свет лучше провел. Да и сейчас любой человек может посмотреть на ютубе, как поставить смеситель, сделать стол с эпоксидной смолы. Но все равно сделать лучше, чем у профессионалов, не получится. Лучше потратить свое время, как мне кажется, на любимое дело, преуспеть в нем, ну или в конце концов хотя бы отдохнуть в выходные с любимыми и родными людьми. Так вот, в приложении Профи.ру можно найти мастеров под любые работы. Брать квартиру, если у вас нет на это времени, повесить полку, заказать репетитора, вообще все что угодно. Да и подобрать специалиста очень просто. Вы оставляете заявку, прописываете все требования, которые вам нужны, и ждете, пока нужный человек откликнется. Ну или просто смотрите список специалистов и выбираете того, который отвечает вашим критериям. В анкете есть и образование, и примеры работ, и вообще вы можете задать любой вопрос мастеру прямо в чате. Я тут тоже есть, вот мои работы. Все очень удобно, я могу напрямую общаться с заказчиками и выбирать заказ, который мне наиболее всего интересен. Я в описании оставлю ссылку на свою анкету Профи.ру. Переходите, смотрите и пользуйтесь услугами профессионалов. Бруски надежно приклеились. Я выждала ночь. Небольшой перепад по высоте между частью, которая называется скользяк, и хвост. Чтобы компенсировать, я подложу линейку, промажу обильно клеем стык, потому что торцы, тем более очень мягкая древесина, будут его вбирать в себя.
и зажму струбцинами. Доска у меня чуть меньше размера. Посмотрим, что из этого получится. Чуть-чуть выше задран нос. У меня неточная циркулярка, поэтому с углом было очень сложно попасть в нужный размер. Сейчас стамеской сниму бруски. Чем меньше отщепляешь, тем более цельная будет поверхность, к которой она приклеена. Слегка обрежу край лобзиком и дальше уже буду вышлифовывать одну половину. Все, обрисовываю на шаблон. Взяла старые обои, нарисую половинку доски. Прекрасные обои, да? Дорого-богато. Сколько мне? Много, возможно, больше, чем мне. Вместо карандашной разметки я лучше замну угол и его уже буду вырезать. Так, ну все, можно убрать эти дикие обои. Теперь уберу толщину с носа и с хвоста. У носа толщина будет 2,5 сантиметра, немножко с запасом. В хвосте 3,5. Был бы шире, да, так и было. Я вот так вот его держала, он у меня выпадал скользкий. Меня вот так ветер сдувало, меня вот так дует просто, я против ветра пройти не могла. Согласно чертежу я нанесла разметку в некоторых точках. Сейчас я буду убирать угол, чтобы дойти в плоскости до 2 линий. Сейчас я буду фрезеровать доску для того, чтобы вставить плавники, а ниже кили. Вообще считается дурной тон ставить пластиковые плавники на деревянную доску. Пока подходящего материала для плавников нет, сама бальза она слишком хрупкая, так что пойдем по старинке. Я нанесу 2 слоя пропитки водоотталкивающей. Между ними будет интервал 12 часов на впитывание. И уже потом поверх буду покрывать террасным маслом. Почему я сверху не покрываю эпоксидной смолой вместе со стекловолокном? Мне очень не хочется убирать вот такую прям бархатистость и ее чем-то сверху заливать. Единственное, что маловато объема по литражу. Ну, посмотрим, как она себя поведет с моим весом на воде. Я не согласна. Лезь в воду. Мы зря столько работали. Короче, жесть как холодно. Я все время мерзну. У меня это большая проблема. У меня же зимний гидрокостюм. Я не поплыла, потому что, первое, я замерзла. Я больше не могу пробовать. Второе, мне кажется, у меня слишком узкая доска и сложно баланс горизонтальный держать. Она все время так и норовит опрокидываться. Но я хочу все переделать, и я хочу встать на нее. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы с вами поплывем. Там люди катаются на сапбордах. Почему я не сделала сап, а? Почему я решила именно серф делать? Все, всем пока.